Друзья, всем привет! Меня зовут Артем, и вы слушаете подкаст Russian Progress. Это подкаст для всех тех, кто изучает русский язык, кто его хочет не забыть или улучшить, потому что у данного подкаста есть транскрипция к каждому выпуску. Она доступна на Бусти и на Патреоне. И к некоторым выпускам, к самым сложным и к тем выпускам, когда мне не лень это делать, я делаю переводы самых сложных слов, то есть тех слов, которые, если вы будете переводить сами, скорее всего, переводчик вам переведет их неправильно. И в таком случае я сам перевожу, нахожу либо объяснение на русском, либо подходящий перевод, и это все также есть в транскрипции, есть как в формате PDF, так и в самом посте. Там вы можете скачать расширения, extensions, которые позволяют вам очень удобно и легко переводить незнакомые слова в один клик. На Бусти также вас ждет вторая часть, потому что сегодня вы услышите первую часть. Это разговор с Ярославой, автором канала Ярослава Russian. Мы с ней уже записывали выпуск подкаста, и вот записали еще один на такую тему 90-е годы в России и детство, потому что мы с Ярославой были детьми в 90-е годы, и вот мы объединили две эти темы, и получилось довольно интересно. Видео-версия будет на канале Ярославы, возможно, она уже вышла или выйдет скоро. Ну и также напоминаю, что если вы хотите говорить на русском, если вы хотите улучшить не только свое понимание, но и говорение, то я даю индивидуальные уроки. Записаться вы можете также на Бусти, там есть два варианта. Либо урок в неделю по 45 минут, либо два урока в неделю. Мы уже с ребятами многими занимаемся, несколько месяцев. Не хватает только вас. Лучший способ улучшить свое говорение — это начать говорить. Кстати, я также в прошлом выпуске говорил, что мы на занятиях можем работать над вашим произношением. И как мы это делаем? Очень просто. Мы читаем какой-то текст, и я обращаю ваше внимание на те моменты, которые можно улучшить. Я сам изучал английский, французский, испанский, итальянский, польский, португальский, вот эти основные языки. Я сам старался сделать максимально естественное произношение в этих языках, поэтому я знаю, в чем у вас могут быть ошибки. Так что мне кажется, я могу вам как-то в этом помочь. В общем, если вам интересно, записывайтесь и приятного прослушивания. Артем, где ты родился и в каком году? Я родился в Новосибирске в 1993 году, 26 декабря. Я жалею, на самом деле, что мама поторопилась, потому что если бы я родился на неделю позже, то я был бы 94 года, я был бы на год моложе. А так получается, что я 93-го, но по факту я на рубеже прям, ну вот, по идее, почти 94-го. То есть у тебя психологический год рождения 94-й. Ну да, да. То есть я учился в школе, у меня там в основном все 94-го года были, а я такой старик 93-го. Это знаешь, но это даже наоборот. Я читала, по-моему, в Канаде или в какой-то другой стране, где есть эти юношеские, детские хоккейные школы, они набирают по годам. И, соответственно, там такой дисбаланс, потому что, например, все дети 94-го года будут заниматься все вместе. И тот, кто родился 1 января 94-го года, и да, тогда тебе не повезло бы, потому что ты был бы там самый маленький. Я наоборот. Ну, я поэтому на самом деле не учился с теми, кто 93-го года, потому что я был очень маленьким, очень маленького роста, и мои родители решили подождать, пока я вырасту чуть-чуть, чтобы мне было проще. И я немножко вырос, и меня, да, отправили в школу. Я родилась в 92-м, в марте 92-го, в городе Ижевске, поэтому я думаю, что Новосибирск и Ижевск это может быть примерно как одинаковые по населению, по количеству людей и так далее города. Сколько примерно Ну нет, вообще. У нас 1,6 миллиона тогда вообще-то. У нет. нас третий город Тогда в нет. России. В Ижевске, да, в Ижевске Ижевск в 2 раза меньше. И даже уже сейчас, мне кажется, там еще меньше народу. Если раньше было где-то 700 тысяч, может быть, 750, 800 было. Я помню, в какой-то момент были разговоры, станет Ижевск миллионником или нет, но сейчас все идет просто вниз, то есть где-то, может быть, 650 тысяч сейчас. Когда ты был ребенком, ты ходил в садик, ты ходил в ясли, ты ходил в какие-нибудь, ну вот, какой твой путь? В садик, да, я ходил, но я больше помню свою жизнь уличную какую-то, вот детскую, когда я гулял там с ребятами
бегал, там носился, разбивал коленки во дворе, на велосипеде катался, там, не знаю, все что угодно. Бегали мы, ходили в эти торговые центры, там носились. Ну, какая-то такая пацанская детская жизнь. Мгм. Ну, у меня, на самом деле, две среды было, в которой я рос. Одна среда — это частный сектор, вот у бабушки, где я сейчас. А вторая среда — это панельки, это где мы с мамой жили. Мне всегда больше нравилось здесь, вот где частный сектор, потому что тут больше соприкосновения какого-то с природой, Больше тут лес свободы, недалеко. наверное. Да, больше свободы, езди покататься на велосипеде, а там, ну, больше такая городская жизнь, хотя там спальный тоже район. Вот. Но, да, вот больше я помню время на улице. Мгм. Детский сад как-то, ну, да, я ходил, но не особо что-то запомнил оттуда. Вот. Мне кажется, что сейчас дети вот этого времени, они вообще не знают, как это, каково это, просто иметь возможность выйти на улицу одному и жить вообще самостоятельно. И никто Мгм. тебя не будет искать, никто тебя не будет, ты не будешь под каким-то там надзором. У тебя было примерно так же, Мгм. то есть насколько ты себя ощущал свободным ребенком? Надзора было меньше по сравнению с детьми сейчас, потому что не было телефонов. Мгм. Сейчас ты можешь позвонить своему ребенку, да, а тогда такой возможности не было. Ну да, какого-то сильного надзора я не чувствовал, то есть, может быть, куда-то не пускали, да, там ограничения по времени были, плюс там еще заставляли иногда учиться. А, еще, когда появился компьютер, тоже всегда заставляли гулять. Типа вот нам купили компьютеры, мы сидели и выгоняли всегда на улицу, типа иди гуляй. Вот. Но я на самом деле не знаю, как мы эту тему будем развивать, посмотрим сейчас, но я почти никогда вообще не вспоминаю, что было там у меня в детстве, и, ну, это сейчас вот интересный будет опыт. Как будто вообще, то есть, ну, было и было, то есть как-то не смотрю в прошлое. А ты вспоминаешь что-то из детства? Детские годы? Вообще, да, может быть, это уже старость такая, знаешь, после 30. Но вообще я достаточно хорошо помню детское время, и я знаю людей, которые очень плохо помнят там вообще свое детство, практически не помнят, то есть для них это какой-то черный ящик. Я помню, наверное, мои первые воспоминания, это вот прям из детского сада, где мне около 3 лет, или что-то связанное, например, там, с родителями, с семьей, и поэтому Мгм. это всегда такой, ну, не знаю, мне кажется, такой большой источник приколов, которые всегда с тобой, потому что, ну, М. блин, дети, они как будто бы вообще не понимают, что происходит, и как-то, ну, как-то они, в общем, живут своей отдельной А жизнью, взрослые понимают, что происходит? ну, на том уровне, на котором ты сейчас есть. Когда ты ребенок, ты тоже понимаешь, что происходит, но как-то это все время меняется. Вот, М. например, я как раз а, записывала видео и недавно тоже там про детство, и ну ты его еще не смотрел, еще никто его не видел. Например, я видела фотографии моих родителей, то есть мне было около 3 лет, и я спрашивала их, Мгм. а почему вы меня не пригласили на свою свадьбу? То есть я не понимала, почему меня не Они мне М. говорят: Ярослава, так тебя не было. То есть тебя не существовало. Я говорю: то есть, вы чего? То есть попробуй объяснить там 3-летнему, 4-летнему ребенку, что его просто не было. Я такая: Ну вы да. чё? И не будет когда-то. Вот. С этим у меня есть еще тоже история как раз, потому что у меня тоже была примерно такая же ситуация. Мы с родителями жили, ну, тоже в спальном районе в Ижевске, и тоже была бабушка с маминой стороны, они жили далеко, и с папиной стороны мама, моя бабушка, она жила в деревне. И меня, конечно же, отправляли к ней там на выходные, на каникулы, там что-нибудь еще. И мне было около, наверное, 5 лет, я не помню точно, сколько это было до школы. И я читала какую-то книжку, и я узнала, что у людей есть кости, что внутри человека есть скелет. Для меня это было такое открытие, потому что, ну, блин, откуда я это узнаю? Я это вообще не... Мгм. И я прихожу к Сколько лет бабушке, было? ну, я думаю, около 4, 5, 6, но это было до М. школы. И я прихожу к ней, говорю: бабушка, ты представляешь, внутри нас есть кости, внутри нас есть скелет. Там книжку вот эту я что-то показываю. Она говорит: да, вот я умру, меня похоронят, я буду лежать в гробу, и останутся от меня только кости. Я такая: что происходит? То есть это вообще нормально? Нет. Я так рыдала, просто я ревела. И мне кажется, Рыдала, да, после этого? да, то есть Прям сразу зарыдала?
Да, я помню, мы с ней как бы она мне там что то пыталась потом успокоить, потому что я вообще М. вот. Это мысль, что она ну, это, наверно, это была первая мысль, когда я поняла, что кто-то может умереть. Вот. Ну, спасибо, бабушка. Да, я не задумывался об этом, что кто-то может умереть. Не знаю, о чем я вообще задумывался. Я, наверное, задумывался о том, чтобы игры, которые я люблю, чтобы они шли на моем компьютере. Вот об этом я Ну вот, задумался. например, вот, сколько тебе какой у тебя был первый компьютер? Ну, стационарный обычный компьютер, очень слабый. Я прям, знаешь, у меня был такой запрос, вот есть GTA Vice City, мне нужно, чтобы у меня шла GTA Vice City. И компьютер, который мне купили, там она шла, но вот так. То есть очень тормозило все. Мгм. И я все равно в нее играл, потому что я, ну, прям любил эту игру. Но потом что-то, да, вроде как мы другой компьютер взяли, другие игры. Я играл в Шрека, в Мадагаскар, в всякие там гонки. Ну, я любил поиграть и играл где-то до 19 лет, наверное. И вот когда я в 19 лет я купил Mac, Ага. я перестал играть, потому что на Mac не идут игры. И все, то есть моя игровая история закончилась. Вот, а так, да, я любил поиграть и с друзьями тоже. Ну, до компьютера я еще играл в Sega, в PlayStation, ну, в основном у друзей, то есть у меня этого не было всего. Мгм. Вот. У нас, первый компьютер у меня появился ну, я тоже была, это было до школы, и это был, знаешь, такой компаньон. Я не знаю, знаешь ты, что это такое или нет. Не. В общем, это как... Он выглядит как магнитофон. Ты его подключаешь к Мгм. телевизору, есть отдельная клавиатура, и Мгм. у нас была книжка с... Там нужно было писать код, то есть, чтобы какую-то Мгм. программу Мгм. запустить, нужно было сначала записать код. И Обалдеть. то есть это не как обычные экраны, не как обычные Мгм. компьютеры. Это были обычные, там, не знаю, черно-белые какие-то точки. Мгм. И я помню, например, я делала, я не помню точно, но один момент, что там была музыка, похоронный марш, какая-то тема. В общем, похоронный марш, запускать музыку, и пример был вот этот похоронный марш. Я не знаю, почему именно эта мелодия, но, в общем, да, я писала вот этот код, чтобы послушать музыку, и у нас дома вот играл похоронный марш или что-то типа того. А потом у нас был другой компьютер, ну вот мне, наверное, было около 11, Мгм. ам, но он был такой прям старый, большой, и у него был экран, то есть сверху, Мгм. чтобы, не знаю, чтобы не портить глаза. Я не знаю, работало это Мгм. или нет. Мгм. То есть нам нужно было этот экран сначала закрыть, дополнительный экран, чтобы закрыть монитор, и Ага. мы играли. Да, еще очки специальные были, типа, против компа. Это... Ну, сейчас очки тоже есть. Да-да-да. Была игра "Аладдин", там нужно было что то бегать, прыгать, и она была не до конца, то есть после какого-то уровня она вылетала. У меня уже был тогда брат, то есть мне было, наверное, около 12-13. Все, и мы играли просто до какого-то момента, то есть там один уровень и все. М. А следующая игра, которая мне очень нравилась, прям была моя любимая, это была по Звездным войнам. Нужно было какие-то проходить миссии. И мы и так смотрели Звездные войны, то есть у нас был диск со Мгм. всеми фильмами, и все. И мы смотрели с моим братом. Ну, мой брат на 9 лет младше, М. вот. И мы с ним смотрели. У меня, кстати, вот со Звездными войнами быстренько вставлю история, что я как-то... Мы пошли с бабушкой в кинотеатр на Звездные войны, Ага. когда их еще показывали, то есть я совсем мелким был, и я уснул там. Я проспал вообще, типа, весь, я не знаю, типа, наверное, не потому, что мне не понравилось, может, я просто спать сильно хотел, ну вот, короче. Ну, Это единственный момент, когда я спал в кинотеатре, просто вот, типа, так. ну сколько тебе было примерно? Лет 10, наверное, да. Ну, 10 или около того, 8-10. я думаю, бабушке, наверное, Вот. твоей понравились Звездные войны. Ну, бабушки, наверное, да. Не знаю, почему мы пошли на них. Ну, наверное, бабушка хотела мне показать. Там, вот. Думала, что тебе понравится. Мгм. Ты любил какие-нибудь фильмы? У тебя были любимые фильмы, мультфильмы? Да, да, я очень люблю мультфильмы всякие от Pixar, от DreamWorks и так далее. Там типа Мадагаскар, Шрек, Вверх, вот этот дедушка, Ага. который на шариках улетел.
Что еще? Ну, в принципе, очень многие вот эти вот мультики, я их смотрел, и еще когда я вот начал учить языки, но это уже позже, после 19 лет, я начал смотреть их на разных языках, прям пересматривать. То есть сначала на русском, потом на английском, потом на итальянском, один и тот же мультик. Вот. Ну, понятно, там... Ну, Гарри Поттер я не особо, но вот «Властелин колец» мне нравился. Вот. Вот эти У вот. меня было наоборот. Я «Властелина колец» не любила, хотя у нас в школе были люди, кто прям серьезно им нравился «Властелин колец». Я помню, мы даже ходили к однокласснице в гости смотреть «Властелина колец». Я такая, чё? Она такая говорит, нет, это шедевр, мы смотрим. Я такая, окей. И я только его посмотрела нормально, наверное, когда мне было около 25, то есть уже гораздо позже, и вот тогда мне понравилось. Когда я была еще мелкотней, я вообще ничего не понимала, мне казалось все очень долго, скучно, что происходит. Ну, а с Гарри Поттером, наоборот, у нас, видимо, так сложилось, что выходили книги, и у нас все читали. Каждая новая книжка выходит, и мы все ее читали, там менялись. Еще была Таня Гротер, мне тоже очень нравилась. И я не знаю, сколько у меня было книжек, наверное. Ну, у нас, знаешь, так, ну как... Я не как... читал в детстве. Вообще. Вообще нет. Нет, нет, меня заставляли, но я сопротивлялся очень успешно. Я до какого-то момента читала, ну вот, например, Гарри Поттера, а потом, мне кажется, вот там же каждый год была новая книга, а потом в какой-то момент я уже выросла, и я уже выросла из этой вселенной, и вот я так осталась, наверное, на 5-й книге, и 6-ю, 7-ю я так и не читала, хотя очень интересно читать. Смотри, у меня такой вопрос. Хотел тебя спросить, какие у тебя девчачьи были дела там в детстве, да? И расскажу о своих каких-то мальчишских... Пацанячьих? Да, делах. Я делал мечи деревянные и нунчаки. Я же смотрел еще «Черепашки-ниндзя», очень вдохновлялся всей этой темой. И прям вытачивал, то есть брал, вот у меня была дощечка какая-то там, я вытачивал себе меч, делал его, склеивал там, и то же самое нунчаки себе делал. Вот. У тебя что такое было, девчачье? Или пацанячье? Нет, у меня не было, и, по-моему, оружия у меня не было. Типа куклы какие-нибудь ты собирала, там, не знаю. Куклы были, да. И одна такая история, что я обожала сериал «Зена Королева воинов». Угу. Может быть, ты помнишь или нет? Да-да-да, слышал. Я его просто обожала. И, соответственно, я была Зеной в нашем семействе. И все, я там бегала, носилась. Но, по-моему, я ничего такого не делала. У тебя костюм был такой же крутой? К сожалению, нет. Может быть, я что-то пыталась изобразить, но нет. По куклам, да, то есть у нас тоже был такой, знаешь, как наш дворовой фонд этих кукол. Мне кажется, у нас там была коробка, и каждый приносил какие-то там одежки, вот эти вот маленькие платьишки, и мы, помню, мы шили... У вас был коммунизм такой прям, да, дворовой? Ну, типа того, то есть у нас была коробка, у каждого были свои игрушки, но было что-то общее, потому что все равно все выходили и все играли общими вещами. А если у кого-то супер крутые игрушки, типа? Ну, тогда они не делились. Нет, то есть у тебя есть своя кукла, у тебя есть свои, как бы, у тебя есть свое, и у тебя есть общак. В общем, общее что-то. Интересная практика. И мы шили с мамой, там, с моими двоюродными сестрами, там, с какими-то соседками, мы шили вот эти платьишки. И я помню, меня так бесило, потому что у моей куклы Барби, у нее волосы торчали вот так вот. И все, что я пыталась сделать, чтобы они у нее лежали нормально. Но если ты ты, наверное, не знаешь, но Не, я знаю. как обладатель кудрявых волос, если ты это расчесываешь, то оно у тебя еще больше стоит. И я придумала, то есть я мочила ей волосы, а потом обматывала голову, и как бы она спала таком... Зато у нее волосы лежали нормально. И да, у нас там были целые истории, кто там с кем, кого любит, кто с кем встречается, кто кому с кем изменяет. В общем, у нас там... Целая жизнь. Эти куклы Барби, да, жили своей жизнью, и... Из таких девчачьих... Ну, я любила читать книжки. У меня было несколько книжек, знаешь, такие... Девочки, книга для вас. Розовые такие, да? Да. И все, что я там читала, я пыталась применять в жизнь. Я думаю, что, знаешь, с одной стороны, это как бы окей, но с другой стороны, вот с 30-летнего возраста я понимаю, что, там была такая дичь иногда написана. То есть, например, я помню, что... Ну, эта книга, например, для 10-летних девочек. И там было что-то про какие-то лакшери бренды. Например, я помню про Van Cleef & Arpels
и там говорили, что вот, каждая девочка должна хотеть себе вот какое-то кольцо вот от этого бренда. Типа, что вообще происходит? Диеты, упражнения, отношения с мальчиками. Вот, ну, причем, я не помню точно, но из разряда, что как сделать так, чтобы понравиться мальчику, ну, типа, там, как заигрывать. Алло, чего? И Ну а где еще взять это, если не из этой книги, да? То есть они же не будут читать какие-то сложные книги. Может быть, да, но как будто бы, знаешь, это немного как бы смещает фокус, потому что дети там в десятилетнем возрасте, то есть это еще такой предподростковый возраст, когда психология исследования очень ярко выражена, и дети вообще все принимают за чистую монету и начинают в это верить. И тут тебе в книжке тут же говорится, что вот тебе нужно обязательно худеть, обязательно там 3 вида диет, там кефирная какая-нибудь, яблочная и так далее. Тебе Ну, нужно... это такое время было просто, да? То Да, есть да, тогда да. это пропагандировали. Сейчас, например, говорят, что нет, ты, если там толстая, то это зашибись там. Ну, то есть разные крайности, и как бы это просто отражает время, мне кажется. Да, да, да. То есть у меня, например... Я тебе хотел своего робота показать. Давай! Можно? Что ж ты молчал? Вот, смотри. Он, правда, это немножко его перекосило. Но это просто батарейки нужно вставить, и он заживет. И сколько этому роботу лет? Возможно, лет 20. 20-25. Сделай, пожалуйста, вот такую обложку. Обязательно, да. Блин, я его обожаю. Знаешь, вот когда какие-то проблемы начинаются взрослые, ну там типа мобилизация там и прочее, ты такой типа смотришь на него и думаешь, блин, как было хорошо, когда ты мог просто поиграть в робота и все зашибись. Да. Вот. Это была твоя любимая игрушка или у тебя еще какие-то были? У меня еще была обезьяна, горилла, вот, но потом я решил сделать из нее, знаешь, такую куклу, которую я управляю, я ей разорвал задницу, спорол, вот, и, собственно, надругался над бедной куклой Ну, у тебя получилось, рукой. это было не зря? Ну, после этого, я не знаю, куда она делась, ну, типа, Она не выдержала позора. она не выдержала, да. Ну, типа, я реализовал вот эту идею, и все. А так вообще, да, я очень любил эту куклу, но куда-то она делась, я не знаю, где она. Вот робот остался. Мгм. Какие еще были мальчишеские у тебя увлечения? И на этой замечательной ноте мы заканчиваем эту часть подкаста, эту часть нашего разговора. Продолжение будет у меня в формате экстра подкаста на Бусти. Ярослава тоже, я думаю, опубликует этот выпуск только в формате видео-подкаста на Ютубе. Так что заходите на канал Ярослава Russian, там вы увидите Ярославину версию данного диалога. Спасибо, что слушали. Услышимся в новых выпусках. Пока.